Всем привет! Наконец-таки настало лето, с чем я вас и поздравляю. И это значит, что, я так считаю, что пора бы освежить стрижку, потому что лето — это жарко. Видео будет про самую простейшую стрижку, самостоятельную, ровненько, по линеечке, все будет красиво и очень просто. Поэтому приятного просмотра. На данный момент у меня сейчас вот такая вот длина волос. Это примерно чуть ниже груди. Я вообще каждые полгода примерно подстригаю, сантиметров 6 длины, чтобы просто освежить, чтобы просто освежить концы и освежить свои мысли, что очень важно. На данный момент у меня вообще нет ни единого секущегося волоса. Я не знаю, вообще возможно ли это показать как-то. Может быть, потом приложу, сниму на макро. Да, конечно же. А вообще, если кому-то интересно узнать историю моих волос, что они пережили, а пережили они немало, можете посмотреть в описании, и либо вот где-то так. Подсказки всплывают справа, значит, я показываю слева. Вот здесь должны выскочить подсказки на те видео, в которых рассказываю, как я красилась в темный цвет волос, потом осветлялась, потом опять красилась в темный, потом в итоге все-таки вышла в блондинку, и уже где-то больше года я крашусь в яркий цвет волос. Это розово-оранжевый цвет, такой типа персиковый. Мне он очень нравится, потому что он солнечный, яркий. Сейчас у меня на волосах уже довольно сильно подсмылся цвет. Отросли корни, уже ёкарный-бабай, на сантиметр или больше. Кстати, насчет корней. У меня сегодня или завтра приедет мой заказ с порошком Капус. Это новый будет для меня продукт, потому что раньше я его не пробовала, но я пробовала Капус с микрогранулом и с ментолом. И тем, кому интересно осветление, заброшу такую небольшую удочку. Этот порошок Капус имеет особенный состав, поэтому он меня, в общем-то, и привлек. И, естественно, об этом будет подробное видео на канале, так что, если интересно, подпишись. И также, если вы хотите меня поддержать, можете поставить мне лайк и написать какой-нибудь приятный комментарий. Я обязательно вам на него отвечу. И уже начнем про саму стрижку. Для того, чтобы подстричь себя ровно, нам понадобится просто 2 резиночки, расческа и ножницы. Кстати, зацените, какими ножницами я буду сегодня резать волосы свои. Да, у меня нет вообще никаких парикмахерских ножниц. Я считаю, что такие ножницы лучше, чем канцелярские, поэтому будем резать ими. Да, можно, конечно, делать все это с одной резиночкой, но будет довольно так сложно резать такую толщу, у кого-то вообще густые, если сильно волосы, поэтому лучше все-таки 2. Расскажу немножко такой теории, что как должно работать. Ни в коем случае не советую делать вот такие хвостики, то есть впереди себя, потому что если вы обрежете вот так, а смотрите, как они натянуты волосы, то тогда у вас будет такая лесенка. Некрасиво это, уже не модно и вообще. Если, конечно, вам нравится, то, наверное, вряд ли вы на этом видео оказались. Как ни в коем случае еще нельзя делать, это делать какой-то хвост наверху, да, и уже отсюда срезать. Это тоже будет лесенка в обратную сторону, это смотрится ужасно некрасиво. Я собираюсь отстричь примерно, наверное, примерно сантиметров 6, просто чтобы было вот посюда. Ой, даже, наверное, 10. Не знаю, как получится. Надо сначала расчесаться. Я уже расчесалась. И у меня резинки отвратительные. Одна свеженькая, смотрите какая, вторая в 2 раза длиннее. Просто разделяем напополам свою голову. И пока что берем одну резинку и пытаемся ровненько сделать сзади ее. Сильно, причем здесь волосы за уши не делаем, просто чтобы они висели. Резинку нужно довольно-таки плотно завязать, чтобы она не расхлябалась. Грубо говоря, готово. Теперь нужно сместить эти резинки сзади на ту длину, на которую хотите отрезать. Причем волосы должны лежать ровно по спинке, параллельно, максимально так, как они бы
висели у вас на спине, и сами резиночки должны быть близко друг к другу, а не в разные стороны. В общем-то, я только сейчас поняла, что не обязательно даже их до самого конца спускать, потому что вы же спереди все увидите. Это у меня, конечно, болтается как-то не очень. Наверное, переделала на всякий случай. Короче, я заменила одну из резинок, потому что она просто у меня в руках разъехалась, и все с концами. Итак, дубль 2. Стягиваем все ровненько по спинке. Вот так, короче, получается. Теперь эти резиночки переносим сюда. И здесь мы уже видим, как оно должно быть ровненько. И сейчас самая простейшая задача — просто отрезать их вместе. И все. Вот у нас виден уровень одинаковый у резиночек. И волосы лежат ровненько. Смотрите, они по линеечке прям как должны лежать. И дело за простым. Чё, ради видео не сделаешь? Сейчас все это будет просто на полу. Ну да. Погнали. Держу просто, зажимаю между пальцами. Вот. Хоба. Как-то так. Я придерживаю сверху и снизу, то есть на натяжечку так волосы встают. Нос чешется. Здесь уже как бы, ну как получится, в общем, как получится, так получится. Здесь уже сложно вот так вот прям на глаз отрегулировать. Может быть, будет чуть-чуть неровненько. Вот тут с края немножко больше взять с этого края, потому что ножницы так не идут, как нам бы хотелось. Короче, теперь второй хвостик. Все примерненько одинаково должно быть. Я беру 2 хвостика в руки. Они у меня на серединке. И спускаюсь сюда. И пока что зажала вот так вот 2. Я вижу только в камеру. Так. Примерненько одинаково режу. Я вижу, что пошло неровно. Ничего страшного, сейчас я все подровняю. На самом деле, когда это делаешь не на камеру, а просто так, это все делается, наверное, минуты за 3. Так что и никаких знаний особо для этого не нужно. Так, что тут у нас получается? Вот этот хвостик подлиннее, чем этот, да? Смотрим вот так. Стягиваем вперед, сравниваем. Пытаюсь поравнять. Для этого нужно сначала зажать вот здесь, сверху, хвостики, затем уже ниже. Ну, как бы в целом, почти ровно. Не стоит забывать, что это хвостики, и там все не так уж однозначно. Блин, когда пытаешься на видео снять, все получается как-то через сраку. Если что, если вы не уверены и боитесь скромсать лишнего, можно просто еще раз все распустить. Класс. Собрать опять хвостики и уже посмотреть, как это по-новому, если вдруг у вас сбился ориентир. Потому что я сейчас что-то уже ничего не понимаю. Ладно, посмотрим, что вышло. Может быть, и так сойдет, как говорится. Так, смотрим пока что снизу. Ну что, прикольно. Попробую взять несколько передних прядок и проверить. Так, просто в натяжечку вот так.
Ну, вроде одинаково, смотрите. Сложно просто их так вот на камеру показать. Вот, я их натянула. И вот они, пожалуйста. Вот. Ну, в принципе, ровненько. Если что, можно как бы еще и профилировать. Точнее, даже я бы сказала, что нужно профилировать. Не знаю, даже буду ли я сейчас это делать. У меня волосы не застревают в руках. Пока что. Пока что все окей. Так, смотрим еще раз. Как это выглядит? Пытаюсь стоять ровно. Я не вижу никаких жестких отклонений. Теперь посмотрим, как это выглядит сзади, что самое интересное. По заднему пробору прочешу. Короче, я ничего не вижу, видно только вам. Смотрим, как это выглядит. Ну чё, нормально? Ну что, ребят, короче, я посмотрела все в зеркале, и все клево. Никаких нареканий. Единственное, да, что можно как бы профилировать, потому что мы наклоняем голову. Сейчас я покажу. Когда мы наклоняем голову вперед и когда мы держим голову прямо, немножко есть вот эта вот граница, то есть оно скачет вверх-вниз, и это абсолютно нормально, потому что мы срезали ровным срезом. То есть вот это вот перепады, они видны. Для того, чтобы это устранить, просто можно как бы пофилернуть немножко концы. Можно этого и не делать. Через какое-то время, когда волосы начнут отрастать, все это как бы сравняется, так вот сбалансируется и будет норм. Может, кстати, быть, что после того, как голову помоешь, уже как-то будет все более органично смотреться. Так, если волосы просто сзади. Я сейчас наклоню вперед голову и наоборот. Вот так вот это выглядит. Ну, соответственно, если сюда часть волос перекинуть сзади, вот так. У меня, голова, конечно, не первой свежести, второй день, потому что я жду осветления корней. Ну и полностью, если перекинуть вперед, то это вот такая вот красота. По-моему, вполне себе получилось. Я делаю так абсолютно всегда. И вообще никаких проблем не вижу. Я не хожу ни по каким салонам. Как будто исповедь этого бедного человека. Ну, правда, на самом деле, я себе и ногти делаю сама, и все какие там виды эпиляции, и все, и волосы, и прочее. Так уж вышло, что я доверяю только себе. С опытом приходит все, и как бы я обожаю находить какие-то простые способы, как упростить себе жизнь, как делать все быстро и максимально эффективно. Если также думаешь, то поставь лайк. Я считаю, что нужно свою жизнь тратить на какие-то крутые моменты, на что-то, то, что тебе приносит максимальное удовольствие, а на такие моменты, которые как бы нужны, но в то же время отнимают достаточно много времени, нужно находить какие-то лайфхаки, как их упростить, автоматизировать и ускорить по времени, что самое важное. Так что да, спасибо большое, что посмотрели это видео. Мне будет очень приятно, если вы меня поддержите, потому что сейчас YouTube не показывает мои видео никому, они, то есть, не выпадают практически в рекомендациях. Вот, а я считаю, что мои видео довольно-таки полезные, и хочу, чтобы как много больше людей их увидело, кто в них нуждается. Если было полезно, я очень рада, и, конечно же, буду дальше снимать всякие интересные видео. Вам большое спасибо, и пока!